Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о дубе. Могучий, роскошный, величественный. Такими эпитетами наделили дуб. Общепризнанный символ силы и мощи. А у нас, да и не только с деревом этим связано много легенд и сказок. И кто сразу не подумал, что у лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. А кто не слышал сказку о бессмертном, но не совсем дедушке. А смерть Кощеева находится на кончике иглы. Та игла в яйце, яйцо в утке, утка же в сундуке, что цепями прикован к ветвям чего? Конечно же, огромного дуба, растущего на острове Буяне. Но даже не обращаясь к сказкам и легендам, о дубах можно рассказать много интересного. Поехали! Дерево — это семейство буковых, священно у многих народов. Красавец в переводе с латыни, дуб среди деревьев царь, как лев среди зверей. Поэтому аристократы с удовольствием помещали изображения дубовых ветвей на свои гербы. А еще долговечный и прочный дуб издавна является символом преемственности традиций и нерушимости договоров. Поэтому именно под дубами предки наши заключали перемирия, проводили суды, совершали ритуалы. В мире примерно 600 видов дубов, но больше всего это дерево обжило северное полушарие, умеренные тропики и субтропики Евразии и Северной Америки. В России же, как ни удивительно, в больших количествах растет только один из видов дуба. Это дуб обыкновенный, он же черешчатый. К распространенным видам также относят дуб пушистый, дуб скальный, красный, клинолистный, дуб виргинский и монгольский. Широколиственные породы любят тепло и свет, поэтому в тайге не растут. Да и вообще молодой дубок взрослеет медленно. Ни одно поколение людей сменится, пока он превратится во взрослое дерево. Сегодня лесоводы, впрочем, нашли способ ускорить рост царя деревьев. Рядом с молодым дубочком высаживают быстрорастущее дерево, чтобы оно загораживало малыша от солнца и защищало его от морозов. А когда помощник начинает дубу мешать, его безжалостно вырубают. Деревья дуба в среднем живут 300-400 лет и дорастают в высоту до 30-40 метров. Некоторые становятся долгожителями, развиваются на протяжении 1500 лет, но уже не в высоту. Максимальный рост дуба около 50 метров, а в толщину ствол старика становится весьма объемным. Например, на территории Франции живет дуб, в дупле которого обустроена целая комната. Дуб-часовня расположен в деревне Алувиль-Бельфос. Его точный возраст неизвестен. В 19 веке его возраст оценивался старше 800 лет, а позднее был оценен в 1200 лет. Он считается старейшим дубом во Франции и относится к категории исторических памятников с 1932 года. Его высота составляет 18 метров, а окружность достигает 16. Маврийский дуб, стелмужский дуб, панский дуб, царь дуб, дуб кайзера, богатырь Тавриды, 600-летний дуб, границкий — это все деревья-великаны, окруженные почетом и уважением. И, наверное, все слышали и видели на дубе что? Правильно, желуди. Свои плоды, которые являются ничем иным, как орехами, дубы начинают приносить лишь повзрослев до 20 лет. И лишь один желудь из 10 тысяч вырастает в новое дерево. Остальные идут на прокорм млекопитающим и птицам, которые их очень любят. Куда же деть кабанчиков, которые просто-таки в эйфории от этих желудей? Кстати, известно, что в Германии в 12 веке выращивали дубы, чтобы кормить желудями поросят. А в России, как выяснили археологи, дуб изначально был хлебным растением. Во время раскопок были обнаружены остатки желудей, растертых в муку, которым около 5000 лет. А суперэлитные грибы, трюфели, часто растут именно в дубовых рощах, поскольку их грибница симбиотически связана с корнями дубов. А симбиоз — это близкое сообщество живых организмов, принадлежащих к разным биологическим видам. Рубить дубы на дрова всегда считалось вандализмом. Такие дрова хоть и давали тепла больше, чем все другие породы деревьев, плохо разгораются, а угли их быстро остывают. И вообще сжечь столь ценную древесину просто преступление. Вот в 18 веке Петр I по всей Руси запретил рубить дубовые леса. Эта древесина идеально подходила для строительства кораблей, поэтому нарушители запрета банально казнили. Так что использует человечество дуб практически во всех сферах своей жизни. Из некоторых его видов, например, как из пробкового дерева, производят пробки для бутылок. Силы, ядовитые вещества, содержащиеся в древесине дуба и других частях этого дерева, помимо того, что помогают сохранять свежими продукты и воду, еще и консервируют саму древесину, обогащают ее способностью не гнить на протяжении многих лет. Дуб, пролежавший долго в воде, так называемый мореный, становится лишь прочнее и ценнее. Издавна из дуба делали бочки для засолки продуктов,
продуктов, колодцы, мосты, сваи, столы и посуду. А еще дубовые бочки незаменимы при производстве элитных коньяков. Ну и, конечно же, дубовая древесина, имеющая очень красивую текстуру и цвет, хорошо гнущаяся и достаточно легко обрабатываемая, занимает особое почетное место среди древесных пород, традиционно использующих в отделке жилья и производстве дубовых мебельных щитов, из которых впоследствии появляются настоящие произведения искусства. И это несмотря на то, что в дуб, дерево повышенной твердости, сложновато забить гвозди и завинчивать шурупы, и что древесина эта плохо принимает лаки и политуру. Ни профи и кто не связан напрямую с деревом, даже трудно представить, сколько удивительных незаменимых в создании уникальных интерьеров цветовых оттенков имеет древесина царя деревьев. Дуб можно морить в воде, сушить в камере или на воздухе в особом температурном режиме, вскрывать лаками, пропитывать маслами. Да, необработанный дуб не особо выделяется среди других древесных материалов. Некоторые его даже несправедливо называют скучным. Но стоит чуть-чуть, как говорится, приложить к дубовой дощечке прямые руки, и равных ей не будет. А еще дуб использует ингредиентов рецептов народной медицины. И рецептов тьма, прямо-таки от всех болезней. А в одном болгарском селе молния попала в древний дуб, и дерево сгорело дотла. Когда местные жители стали разносить золу по своим огородам, то обнаружили в ней металлический сосуд, полный золотых турецких монет. Этим монетам было более 300 лет. Клад, по-видимому, был спрятан в дупле могучего дерева. И если бы молния обошла его стороной, то дуб до сих пор хранил бы свою тайну. А мы тайн про дуб не держим, и поэтому изложили и поделились с вами информацией о царе деревьев. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами был канал Планета Земля.